Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И у нас сегодня колода добра, мои дорогие, которую прорисовала прекрасная художник и таролог со стажем Колет Барон Рид. Изображение, значение этих карт она подает с позиции позитивной психологии, приглашая нас всех быть чуточку добрее к самим себе, к своей душе. Давайте примем тот факт, что наша жизнь не бывает полностью предсказуема. Позволим себе право на ошибку, это на самом деле очень важно. Даже если мы что-то сделали не так, понимать, что ну да, я ошибся, или я слишком хорошо думал о ком-то, ну теперь я буду прозорливее, внимательнее, или да, вот я что-то сделала не так, ну да, накосячила, ладно, оставим в прошлом, идем дальше. Для нашей самодостаточности это очень важно, позволить себе право ошибаться. И, допустим, альтернативный как раз вариант развития событий и нашего восприятия. Я так думаю, в этом нам поможет колода карт просчитать вашу жизненную ситуацию, словно переложив ее на метафору, которая изображена на карте. Как будто мы учимся просчитать, как мы будем действовать в той или иной ситуации, если она вдруг сложится для нас неожиданно. Итак, две темы, два вопроса, что важно знать, и неожиданности. И достанем две карты. Что же для вас, мои дорогие стрельцы, важно знать на этой неделе? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? Дела, работа, бизнес. Энергия денег, финансы. И личная жизнь. Что же важно для вас? Карта самодостаточности, карта денег. Деньги есть. Может быть, приходят на этой неделе. Или вопрос какой-то денежный вы закрываете, решаете. Вопрос, касаемый вообще взаимодействия с людьми. Сильная позиция, безусловно, не случайно. У нас на пентаклях, я надеюсь, это видно, изображен трикветр, это взаимодействие. И когда где-то интуитивно нам правильные подсказки приходят, так мы и совершаем, повторюсь, правильные именно действия. Все способствует развитию, успеху, изобилию, процветанию. В целом сильная позиция. Вот это важно знать. Может быть, мы еще не видим других образов карт. Может быть, карта нас, либо приглашает к тому, что ты сейчас удели внимание сохранению своих позиций, своего статуса, своих денежных каких-то вопросов или, может быть, решений с банками. Вот здесь все, что касается благополучия, удачное время, как и решить, как и закрыть какие-то вопросы, и уже какую-то тактику себе разработать на будущее. Или для кого-то конкретно приходят деньги. Или вы решаете вопрос денежный. В неожиданностях семерка огня. Прекрасный единорог. Это вы что-то запланировали, мои дорогие. Или по семерке, иногда все же семерки. Это больше воздействие и известий каких-то или решений других людей. И именно на нас нам могут что-то предлагать. Или это, знаете, как наша настойчивость решить тот или иной вопрос. Может быть, с учетом семерки огня и того, что я сказала, когда есть воздействие людей, здесь может быть как неожиданность. Вы себе, допустим, поставили какой-то план минимум, план максимум. Я буду заниматься вот тем-то и тем-то. А тут приходят, как возможность, может быть, или какое-то предложение, или люди вас пытаются переключить в какую-то иную плоскость на решение других вопросов. И вообще эта карта преодоления трудностей, преодоления, знаете, каких-то, препятствий, карта настойчивости. И есть такое значение. У нас, посмотрите, единорог. Единороги не встречаются в нашей жизни, да, в реальности. И это карта инакомыслия, когда я не думаю так, как думают все. Карта не говорит, что мы это кому-то доказываем или транслируем. Нет.
Тут, скорее всего, нужно подумать, как свою мечту, свой замысел, вашу тему какую-то именно реализовать в жизни. И если даже приходится где-то выполнять по работе какие-то обязанности или, решать те или иные вопросы, карта лишь говорит, не забывай о себе. Видимо, будет такой момент, когда вас может что-то переключить на решение других задач. Или не сомневайся в себе, не ставь себя где-то на второе место или не говори, если что-то вот в какой-то момент не получается, прямо сделать здесь и сейчас. Это не значит, что это отменяется. Это значит, что нужно продумать тактику и больше ничего. Вот где-то так. И даже если это из области иррационального, опять же, тот самый единорог, нужно подумать, каким образом это осуществить. Это не в неожиданностях. Вы сами можете, где-то заметить, что так, как думаете вы, не думает никто. Но это не значит, что это ошибка. Нет, скорее всего, это вам, ваше сознание или подсказки высших сил дает, как, знаете, возможность что-то додумать, а не отказаться от чего-то. Чему сейчас не время? Вот правда, отказываться от чего-то сейчас не время. Посмотрите, семерка. Семерка, если мы говорим по нумерологии, то 6, и вся активность у нас происходит словно в 6 стадий. Почему и 6 в колоде карт Таро всегда своеобразная победа, как итог. И следом идет число 7. Это необходимая перезагрузка или как будто пауза для того, чтобы мы сохранили прежние свои позиции. Вот, видимо, в целом это будет для вас важно. Но если мы говорим про именно эту карту, это карта независимости. Жить по своим правилам, не удовлетворять чужие ожидания. И у нас выпадает это в позиции, чему сейчас не время. И вот все то, что я говорила до этого, правда, не время конфликта. Понимаете? Быть дипломатом, это вам будет помогать. Может быть, и сложится такая и по работе ситуация, или у кого-то в личной жизни. У вас сильная позиция, поэтому у нас всегда, когда есть какая-то самодостаточность, у нас есть и самоуверенность, так человек устроен. И подчас вот эта самоуверенность, она нам не самую лучшую службу как бы может сослужить, потому что мы тогда думаем, что мы абсолютно правы, а не видим, может быть, мнений или каких-то еще обстоятельств. Поэтому просто будьте аккуратны. Что же вам помогает? Вам помогает, когда вы кстати, не начнете анализировать или переделывать то, что было прежде. Когда вы прошлое позволите оставить в прошлом. Не устроите себе какой-то глубокомысленный анализ. Вот нам сказали инакомыслие или сомнения, да, могут прийти. Вот сомнений в себе быть не должно. Эти сомнения не должны перерасти в какой-то конфликт, как в доказательство. Нам тоже об этом сказали. Но и копаться в себе, искать черную кошку в темной комнате не нужно. Вы там ничего не найдете, ее там нет. Тут как будто мы можем помешать себе именно тем, что ищем в себе какую-то причину, потому что мы столкнулись с какими-то обстоятельствами или новостями, когда, может быть, и мы поступили как-то неправильно, кстати. У кого-то это может проиграться. Или вы можете сожалеть, что сейчас я бы хотел что-то осуществить, а у меня, не получается. Нет либо к этому возможностей, либо вы можете столкнуться с той ситуацией, когда с человеком мне сложно договориться. Так вот, что вам помогает, мои дорогие, по девятке воздуха? Переход от самоосуждения, мы об этом в самом начале говорили, к самосостраданию, быть добрым к собственной душе. Принять еще также, что если какая-то обстановка словно темна, неясна, и где-то нас это может сковывать, то страх искажает реальность. И не погружайтесь на глубину своих, знаете, какой-то глубокой философии на мелком вопросе. Иначе мы там застрянем и правда, и не увидим какую-то реальность. Вот тут видеть реальность саму по себе. Что скрыто? Ваша поездка или приезд человека к вам, какое-либо перемещение. Может быть, вы задумали смену работы, смену сферы деятельности. Может быть,
наоборот скрыта какая-то ваша история, то, что вы планировали, которая будет тоже связана или с поездкой, или с переездом, отменяется или откладывается на какое-то время. По этой карте что скрыто? Это как, знаете, на развилке судьбы. Пауза, мы как на перепутье. Мы должны, может быть, на полдороги буквально остановиться, об этом говорит карта, чтобы не допустить какую-то ошибку. Вот может быть, вот это инакомыслие или где-то, как знаете, ваш проект не находит на этой неделе полного одобрения. И вас эта мысль, она где-то обескуражит. Почему? Все шло хорошо, ведь у нас, нам говорят, сильная позиция, а здесь какой-то даже нюанс мелкий, с вами могут не согласиться. И тогда, может быть, придется как будто сделать вынужденную паузу, остановку. 2 семерки мы говорим, да, это перезагрузка для того, чтобы не совершить какую-то действительно оплошность и чтобы, самое главное, ваш какой-то план, он сработал. Ваш план, он в действии. И если вы сомневаетесь, не сомневайтесь. Тут нужно продумать, словно, новые методы на этой неделе. И у вас что-то определенно состоится. Ведь это выход, по сути дела, мы по 8 воды ищем. И мы его находим. Поэтому и у вас решится какой-то вопрос. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим. Правда, что-то притормаживается, нам говорят, ты не торопись. Видимо, знаете, мы не можем изменить обстоятельства, мы не можем изменить способ мышления или ход мысли человека. Поэтому в эту неделю даже, может быть, банально, просто документы у кого-то не подписаны или какое-то чересчур спокойное течение жизни, а вы уже себе распланировали какой-то динамики, а тут вдруг пауза. Ну, значит, где-то более терпеливо относиться к тому, что происходит. Признать, может быть, свои ошибки, кстати. Если мы говорим, что нам помогает, помогает нам то, что мы как раз и признаем, что мы в чем-то, может быть, были неправы. Может быть, мои дорогие стрельцы, и в вопросах, которые касаются работы, вам придется признать, что да, прежняя моя тактика, она была ошибочная. Так ведь это сильная позиция как раз, когда мы умеем признавать, что нет, что-то я тут накосячила, надо было делать по-другому. И вот вовремя остановиться и быстро переиграть, и уже в другом совершенно ракурсе начать. А кто-то из вас, вот у каждого будет немножко по-своему. Это вы, мои дорогие, могли вкладываться во что-то, в человека или в какой-то труд, тему развивать в какой-то работе. И вы, по аркану повешены, можете оказаться вот в зависимой даже ситуации, когда какой-то вопрос, может быть, вы и настаивали, вы видели определенную цель перед собой, и вы хотели, чтобы было именно так. И, может быть, вы даже чего-то добились, получилось ровно так, как вы хотели. И вы видите, что, ай, нет, мне надо было, опять же, действовать как-то по-другому. Не нужно было мне где-то прежде, может быть, настаивать на своем. Вот здесь, знаете, быть честным самим собой будет очень важно, потому что есть какая-то реальность, которая вас может ставить где-то отчасти в тупик. И продолжать что-то повторять не имеет смысла. Или начинать копаться в себе, переосмысливая прежнюю ситуацию, дважды нет смысла. Тут просто изменить действительно метод, что-то сделать совершенно иначе. Но эта неделя, это еще пока как будто нет этого форсирования. Здесь лучше принять как будто тот факт, что, ну, увы, что-то у нас не получается совершить или сделать именно теперь. Дождаться, может быть, развития событий в дальнейшем. И тогда, ну, держа руку на пульсе, вовремя включиться в решение того или иного вопроса. Что-то мы тут не убыстрим. Король воды – это у нас позиция на финансы, на деньги по королю воды, да, деньги есть, деньги как бы будут, но что отличает короля воды? Он не смешивает эмоции с какой-то конкретикой, с деньгами, рационализмом. Вопросы, дела, работа, бизнес, документы. Нет, то, что лежит в плоскости рационализма, он туда никогда не добавит чувств. И наоборот, если вопросы касаются чувств, он все равно не будет где-то чересчур прагматичен. То есть вот умение вот находиться в этих двух стихиях как раз и говорит о том, что и нам придется где-то переключаться, чтобы эмоции нас не поглотили. Если, с одной стороны, ну, какие-то радостные события происходят, чтобы мы
не зазевались, не замечтались. А если что-то идет не так, чтобы мы себе вот эту самую девятку воздуха не получили, устраивая глубокую философию. И карта-то нам говорит, будь просто дипломатом. И значит, я так думаю, что вы от каких-то трат будете отказываться, но при этом вам надо быть дипломатом. Или вы как-то захотите изменить свою траекторию финансовую, что-то изменить, именно все-таки есть какой-то, ну как развилка какая-то, или выход вы ищете, и выход, чего бы как он ни касался, или какое бы вы решение ни приняли, как будто его нужно будет еще правильно подать, может быть, озвучить ваше решение, но опять же, не на этой неделе. На этой неделе, я бы сказала, тут словно замереть нужно, может быть, у кого-то и так, пронаблюдать, как и за людьми, так и за разворачивающимися событиями, обстоятельствами, не отказаться от своей какой-то темы, желания, намерения, цели, а просто совершить вот эту самую временную перезагрузку, паузу, как будто в личной жизни, ну вот все то, что я говорила, терпение. Может быть, у кого-то этот вопрос касается личной истории. Да, с вами не согласны, а это нормально, в принципе, если с нами не соглашаются партнеры. И даже среди людей семейных дружба очень важна. Это когда человек может думать совершенно по-другому. Но мы, когда дружим, мы умеем сказать правду, и эту правду мы умеем услышать, принять. Может быть, она нам и не нравится. Это основано все на доверии. И поэтому у кого-то это терпение, да, гармония где-то, гармония в душе или терпение в решении тех или иных вопросов. Может быть, как и в личной жизни, нам придется с душевным спокойствием человеку объяснить, почему мы думаем так. Не наездом каким-то, не доказательствами, не путем того, что припираем кого-то к стене. Нет, а именно это много сил надо душевных на вот такое взаимодействие. Это на самом деле у вас может, вы знак огненный, у вас может где-то, ну, словно внутри кровь закипает от этого терпения. Уже больше не могу терпеть. И хочется уже резких каких-то действий. А нам говорят, нет, тут что-то не торопи, как и самого себя действовать в отношении людей или какого-то события, так и человека не припирай к стене, давай решай, понимаете, вот хоть личная жизнь, хоть, наверное, вопросы работы, вот это будет для вас актуально. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. А вообще, я бы сказала, вы знаете, вот весь наш прогноз, у меня фраза крутится в голове. Не давите своим авторитетом, мои дорогие, замечательные стрельцы, но не на этой неделе. Лучше договориться, лучше совершить маневр, отступив полшага назад, и этим себе не создать каких-то противостояний ненужных. У вас сильная позиция.